Здорово-здорово, братишки-сестренки, приятного аппетита всем, кто кушает. Вы на канале Nix and Play. В начале ролика, как и обещал, объявляю победителей прошлого розыгрыша. Ими становятся Гамплинг, Коралл и Вано. Отправляю вам ваши выигрыши по ссылке на кладовщика Кухня Гурмана. Для тех, кому не повезло в этот раз, не расстраивайтесь, у меня для вас новый розыгрыш на целый солдатский набор. Впервые за все время существования канала этот розыгрыш я провожу на двух серверах МСК РУ-3 и Европы ЕО-1. А для того, чтобы принять участие на розыгрыш этого набора, нужно обязательно подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и написать комментарий, не менее 5 слов. В нем тебе нужно указать свой игровой ник и обязательно сервер, на котором ты играешь. Итоги розыгрыша я скажу в следующем видео. Желаю удачи всем участвующим. Как выяснилось, тема с быстрой АФКшной прокачкой персонажей интересна многим сталкерам. Под словом АФКшная прокачка я подразумеваю фарм опыта практически стоя на одном месте, то есть менять игровое серебро на опыт. И нет, речь сегодня не пойдет о льдах, паукане и других ивентах и данжах. Там, конечно, опыта много сыпет, но и попыхтеть там придется, да и не всех возьмут и пустят в эту пачку. Начинает наш марафон опыта квест только для ваших глаз. Для его выполнения нужно принести штопору, который сидит на тунгуске в поселке Радиус, шкуру полярного медведя 2 штуки, шкуру волка 10 штук, лапу панцирной верлёки 6 штук, шкуру полярного волка 10 штук. Берется он раз в 4 дня. В награду ты получаешь 300 тысяч опыта, инъектор с энергетиком и 500 тысяч денег. В дальнейшем я буду говорить только об опыте, так как деньги и другая награда не важны, потому что затраты в любом случае будут больше полученной награды. Важный момент по квесту только для ваших глаз. Для того, чтобы его открыть, нужно выполнить 2 легких квеста у Сизифа. Сам же Сизиф сидит в окрестностях Любви в квадрате Г4-3. Первый квест называется антиграф для Сизифа. По нему тебе нужно принести один антиграф альфа. Покупаешь его с доски и сдаешь. Второй квест алфавит зоны или Сизифов труд. По нему тебе нужно принести Сизифу 10 экранов бета и 10 экранов гамма. Награда будет приятной. 2 набора старых инструментов, деньги в размере 350 тысяч и опыт 120 тысяч. А вот теперь, когда будешь брать следующее задание, смотри внимательнее и читай. Прежде чем куда-то тыкнуть, будет выбор диалогов. Тебе нужен диалог, в котором будет содержаться слово «запределье». Именно он откроет нужный для тебя квест, только для ваших глаз посредник. Поэтому к квесту отправляйся на Тунгуску в поселок Радиус, квадрат С23. Поговори там со штопором, и у тебя откроется квест только для ваших глаз. Будешь выполнять его раз в 4 дня и лутать 300 тысяч опыта. И кстати, на минуточку, если у тебя будет премиум, то ты залутаешь не 300, а 600 тысяч опыта, то есть x2, прикинь, какой-то лютый буст. Далее в видео весь получаемый опыт за квесты я буду называть без учета премиума. Если ты играешь с ним, то весь называемый опыт можешь смело умножать на 2. Премиум в нашей игре стоит недорого, но если ты по какой-то причине не можешь его купить себе, у меня есть решение для тебя этой проблемы. Просто вводи промокод Nix в меню игры и получай премиум абсолютно бесплатно. И совсем не важно, где ты играешь, будь то Steam, VK или Launcher. Промокод работает абсолютно везде. Мало того, что премиум удваивает весь получаемый опыт в игре, он еще и увеличивает шанс дропа ценного лута с мутантов. Очень полезно сталкерам-охотникам. Не прозевай халяву, братик, и забирай свой промокод и халявный прем в описании и закрепленном комментарии под этим видео. Теперь наша сталкерская кривая вывела нас на Тунгуску. И это здорово, ведь тут же, в этом же поселке, неподалеку сидит старый вояк и охотник, отставной полковник. Для того, чтобы взять у него квесты, достаточно всего лишь один раз с ним поговорить. То есть познакомиться, и все. Ежедневные квесты открыты к прохождению. Отставной полковник представляет для тебя кладезь халявного опыта, получаемого из квестов. Задание «Дай краба». Периодичность его выполнения раз в 8 часов. По квесту требуется принести 3 лапы панцирной верлёки. За разовое выполнение квеста тебе будет начислено 70 тысяч опыта. Задание «Игра в бабки». По нему тебе требуется принести полковнику 15 колен Борова. За сдачу квеста ты получаешь 86 тысяч опыта. Квест можно делать раз в 12 часов. Задание «Кто клешню обронил». Выдается оно раз в 16 часов. Требуется принести 30 лап верлёки. За выполнение ты получаешь 36 тысяч опыта. Задание 100 ножек. Берется оно раз в 16 часов. Требуется принести полковнику 100 лап большого паука. За выполнение этого квеста ты получишь 32 тысячи опыта. Квест «Услуга Радиусу». За его выполнение ты получаешь 250 тысяч опыта, но откроется оно у тебя, когда достигнешь 1000 очков репутации у Радиуса. А для того, чтобы выполнить этот квест, требуется принести полковнику 8 лап торфяного паука. Репутация накопится сама собой, если будешь выполнять вышеперечисленные квесты. Наверняка будут вопросы о том, как пройти новичку на Тунгуску. Даже не вопросы, а предъявы о том, что новичку пройти туда практически невозможно. А хрена с два, все возможно и все делается. 2 самых легких способа — это поднять репутацию больше 3000 у Омеги или же у АП Конукова. Квесты же делаются очень легко, нужно только время и терпение. Если соберешься открывать Тунгуску, то советую делать репутацию Омеги и брать ежедневный квест у Мирного, так как по достижению 3000 репутации у тебя откроется проход через ворота Семушка, и ты не будешь лазить через это долбанное ущелье с аномалиями. Вдобавок ко всему, за разовое выполнение квеста «Поиски странного сталкера» ты будешь получать набор старых инструментов, а это на минуточку 500
500 тысяч, опыт 140 тысяч и 300 репутации у Омеги. В общем, зацикливаться на этом я не буду. Подробное видео, как открыть проход на Тунгуску, есть у меня на канале. Ссылка у тебя сейчас в правом верхнем углу. Теперь переходим к сложной локации. Это Черный лес. Чтобы открыть проход на него, тебе потребуется потратить немало сил и терпения. Советую для новичка открыть проход через спецгруппу Омега. Там тебе просто понадобится добить репутацию чуть больше 7500, все теми же ежедневными квестами у Мирного. Можно открыть проход еще одним способом, через Федора Сальникова, пройти его линейку квестов. В обоих случаях в Черный лес тебя доставит панч за 500 тысяч рублей. Стоит он на противоположном конце дамбы от Мирного. Если интересны все способы, как открыть проход, то подобное видео также есть на моем канале. Подсказка в правом верхнем углу. Перейдя на локацию, ты появляешься у лодочника Митрича. Он также может тебе выдать задание, но тут ты уже не выбираешь какое, просто рандом, какое попадется из трех. Богатый внутренний мир. По заданию тебе нужно будет принести жабры верлиоки от 5 до 10 штук, как выпадет. Задание не оторвать глаз. Нужно принести от 5 до 10 глаз верлиок. Задание смерть в игле. Требуется отдать от 20 до 50 игл репья. Следующая подобная подработка ждет нас у Самсонова Радика. Это кладовщик в селе Красного, квадрат Т9-3. Первый квест деликатесы. По квесту требуется принести сердца кабана от 5 до 10 штук. Квест заготовки мяса. Требуется принести жареное мясо от 50 до 100 штук. Квест запасы провианта. По нему тебе нужно принести куски сырого мяса от 80 до 100 штук. Важно знать, что награда за все подработки в Черном лесу, которые я перечислил выше, рассчитывается автоматически путем умножения приведенных значений денег, опыта, репутации и очков торговли на количество требуемых предметов. Все подработки в Черном лесу отката не имеют. Ты можешь их брать сразу после того, как сдал предыдущую подработку. Но общее количество подработок, которые ты можешь выполнить за раз, ограничено 10 в сутки. Все 10 могут быть выполнены у одного НИП. Количество доступных подработок обновляется в 7 часов по серверному времени. Чтобы посмотреть время на сервере, вводи команду Time в чате игры. В случае отмены текущего задания, NPC, его выдавший, перестает выдавать другие подработки в течение следующих 24 часов. Если ты хочешь зарабатывать репутацию с хорошим профитом, советую выполнять ежедневный квест «Запчасти для ласточки». Берется он у Стаса Качинского в квадрате C21. Бегать, конечно же, немало, но награда того стоит. 120 тысяч опыта и набор старых инструментов. Есть в Черном лесу, конечно, и другие подработки, но они, по моему мнению, не относятся под данную тематику ролика, так как фарм опыта у нас АФКшный, а это значит, что все запчасти и части не обязательно добывать самому или куда-то бегать по точкам. Можно с легкостью их купить с доски или у сталкеров и просто тупо сдавать квесты и фармить опыт, практически стоя на одном месте. Вот такое видео у меня получилось. Огромное спасибо сайту Соувики, отличный путеводитель по нашей любимой игре. Советую посетить, если что-то в видео тебе непонятно, да и вообще. Спасибо за просмотр, обязательно подписывайся на канал, ведь впереди тебя ждет уйма интересного и познавательного контента. На связи был Никсон, удачи в зоне и легкой прокачки себе, брат Сталкер. Ну, проветришься, заходи.